Я тут возымела дерзновение поговорить с вами в видеоформате о парфюме для дома. Но есть вероятность, что, как бы я сейчас активно не жестикулировала, вы все равно не учуете ароматы, о которых я буду рассказывать, особенно если сидите далеко от экранов. Поэтому приближайтесь ближе и принюхивайтесь к каждому слову, и, возможно, вам повезет. Лично у меня все началось с жутко дорогих, но безумно популярных в премиальном сегменте духов для дома и его топового аромата Росса Нобеля. Я помню, как послушала этот аромат и мгновенно влюбилась. Мне он напомнил аромат такого хорошего благородного вина. Аромат действительно невероятный, и я понимаю, почему он у них разлетается, по словам продавца, на подарки, несмотря на его высокую цену. Но я верю, что очень-очень-очень далеко не каждый готов платить более 7000 рублей за минимальный объем диффузора. Молиться на этот аромат не стоит, у него есть вполне себе хорошие альтернативы. Но прежде чем я перечислю свои любимые ароматы, которые, на мой взгляд, прекрасно заменяют этот супер топовый и супер дорогой парфюм для дома, я предлагаю нырнуть в мир парфюмерии и узнать несколько фактов. Когда вы подходите к полке и видите там ассортимент ароматов с ценой от 1500 рублей до 30 тысяч рублей, вы должны понимать, что себестоимость одушки у них может быть абсолютно одинаковая. И дело здесь вот в чем. Любые ароматы для дома, для мужчин, для женщин, для шампуней, порошков, кремов, для всех известных брендов, для освежителей из масс-маркета, для всевозможных продуктов питания, даже запах вашего любимого йогурта, запах колбасы, чая, зубной пасты или туалетной бумаги, все эти миллионы ароматов для тысяч брендов продуктов питания, бытовой химии и парфюмерии разрабатывается на заказ в 2, 3, 4 самых известных парфюмерных домах. А цену итогового продукта назначает уже бренд в зависимости от его маркетинга, в зависимости от престижа и упаковки. Таким образом, если мы посмотрим на парфюмерные продукты, то себестоимость самого аромата отдушки в сравнении со стоимостью готового продукта, особенно когда мы говорим не о массовом продукте, а о премиальных духах, копеечна. И, кстати, раз уж мы тут с вами откровенничаем, вот еще несколько фактов. К примеру, бытовой газ не имеет по своей природе никакого запаха. Его специально добавляют, чтобы этот газ можно было учуять в случае протечки. А средства для очистки, причем неважно чего, сантехники, полов, стекол, имеют ядреный запах уже для другой цели. И это необходимо, чтобы производить на вас впечатление эффективного средства. Так работают наши ассоциации. Нам кажется, согласно исследованиям, что если что-то имеет ядреный запах и еще при этом желательно ядреный какой-нибудь цвет, то значит это средство эффективное. И производители этим активно пользуются и также разрабатывают и добавляют этот запах в свои продукты. А если условный производитель шампуней не захочет разрабатывать новый аромат на заказ, то он может просто выбрать из ранее созданных ароматов отдушек и использовать в своем продукте его. Таким образом, на полке в магазине вы можете встретить несколько шампуней, которые имеют одинаковый запах. Но я вам даже больше скажу по секрету, у одного производителя шампуней один и тот же запах может встречаться в разных позициях. То есть стоят на полке условные лесные ягоды и условный шиповник, а внутри они могут быть абсолютно идентичны, в том числе и по запаху. И все это происходит потому, что когда мы выбираем, мы смотрим на цвет упаковки, на то, что там изображено, какие ягодки там нарисованы, что там написано, и все это в совокупности формирует восприятие, и мозг на основе этого дорисовывает запах. Поэтому один и тот же аромат в разных обстоятельствах и при разной подаче может считываться абсолютно по-разному. Итоговый аромат — это всегда ассоциации и эмоции. И зная всю эту подноготную, я решила подобрать аналоги таких духов дешевле. И все, что я сейчас буду перечислять, это запахи около вина и винограда, которые, на мой взгляд, достаточно нейтральны и поэтому подходят в интерьер лучше всего. Вот это вот один из моих любимчиков, и сейчас он стоит за мной на стеллаже. Вот этот аромат тоже читается как какой-то очень похожий, напоминающий
виноград, вино и вот эти все настроения, несмотря на то, что производитель говорит на упаковке, что здесь жимолость и слива. Вообще у Ари очень хорошие ароматы, если вы фанат парфюмерии или ольфактора. Вот есть люди, которые называют себя визуалами, кинестетиками, есть люди, которые называют себя аудиалами, а любители парфюмерии называют себя ольфактором. Есть еще вот такой аромат, который, если вам понравился вот этот вот такой дорогой и самый популярный аромат, то вот этот аромат вам тоже придется по вкусу, он очень на него похож. И несмотря на то, что в каждом случае мы имеем по сути некую субстанцию с одушкой, и вопрос лишь в том только, как эта одушка испаряется в пространство, я добавлю несколько субъективных фактов про ароматы. Есть люди, которые не хотят ничего ароматизировать, а хотят просто удалить неприятные запахи. Вот давайте вот на этом сосредоточимся. Здесь есть несколько основных вариантов. Первое. Маскировка. Это самый простой и всем знакомый способ, когда вы просто заглушаете неприятный запах более сильным и приятным. По этому принципу как раз работают все освежители воздуха и духи. Второй принцип – это абсорбция. Этот принцип, по которому работают вытяжки с угольным фильтром. Неприятные запахи проходят через твердые пористые вещества и улавливаются и удерживаются там. В быту еще достаточно часто можно встретить такие адсорбенты для холодильников. И третье – нейтрализация запаха. Это, пожалуй, самый интересный метод. По нему работают так называемые нейтрализаторы запаха. И интересен этот метод вот чем. В составе этого нейтрализатора есть молекулы, которые обволакивают молекулы неприятного запаха, и тем самым мы не можем уже воспринимать этот неприятный запах своими рецепторами. То есть после распыления нейтрализатора сам неприятный запах никуда не девается, а мы просто перестаем его чувствовать. Интерьерные духи в спрее, которые разбрызгиваются по ситуации, имеют очень недолгий эффект и быстро выветриваются, при этом стоят они обычно немало. Кстати, о представлениях об интерьерных, мужских, женских и унисекс духах. Вы же знаете, что это все проделки маркетологов? Любой парфюмер вам подтвердит, что духи не делятся ни на женские, ни на мужские, и ни на какие унисекс. И, в принципе, духи на каждом человеке раскрываются по-своему. Поэтому, если вам вдруг нравится запах духов для человека, вы смело можете распылять его в интерьере вместо интерьерных спреев. Лучше всего для интерьера подойдут диффузоры в стекле и с палочками. Они красивые, гораздо эффективнее обычных освежителей воздуха, они удобнее, безопаснее аромасвечей и курительных палочек. Испарение интерьерных духов происходит без огня, поэтому если вы также побаиваетесь открытого огня в доме, как и я, то вот с такими диффузорами можно расслабиться и спокойно оставлять их в любом помещении. Есть аналоги, которые реализованы в пластиковых баночках, и, если честно, выглядят они средненько, но их можно переливать в красивые бутылочки. В общем, как это чудо техники работает? В обычный пузырек с аромажидкостью опускается несколько палочек, которые и служат испарителями. Палочки могут быть изготовлены из ротанга, могут быть изготовлены из бамбука или полимеров. И главное в этих палочках – это их пористая структура. Аромажидкость по капиллярам этих палочек, по капиллярам этих тростинок поднимается наверх и испаряется из флакончика, наполняя комнату ароматом. Вам нужен менее интенсивный запах, вы убираете несколько палочек. Вам нужен более интенсивный запах, вы добавляете эти палочки. В небольших комнатах я делаю так. Я просто обмакиваю несколько палочек в аромажидкость и ставлю вот эти палочки, пропитанные жидкостью, в пустой пузырек. И они сами легко пахнут 4-5 дней без подзарядки аромажидкостью. Еще один очень важный момент. Для текстиля, штор, диванов, подушек, для постельного белья есть специальные ароматизаторы, которые не оставляют пятен на ткани. Иногда они еще реализуются в саше. Если вы будете пшикать обычными духами на текстиль, то могут остаться пятна. Я знаю, что очень многие любят аромасвечи, аромалампы и такие вот палочки-вонялочки, в том числе и йоговские. Если честно, меня немного настораживает все то, что дымит, горит и тлеет, потому что в процессе горения что-то может пойти не так. Вот так и понимаете, все может пойти не так. И еще немного про эти йоговские палочки. Меня иногда очень сильно напрягает вся вот эта ритуалистика без оглядки на суть вопроса. Я сама йогнутая, но я очень давно уже ежусь дома, потому что
Отчасти и из-за того, что очень часто на своих классах преподаватели зажигают вот эти тлеющие палочки с канцерогенным дымком, которые в первую очередь были придуманы для того, чтобы отвлекаться в Индии от запаха коровьего навоза и переключаться на более высокие вибрации. Но что делать, если запаха коровьего навоза нет? Ну и вообще все эти палочки — это очень древний формат ароматизации помещения. Сейчас же столько новых форматов. В большинстве случаев эти палочки достаточно сомнительного происхождения и состава, поэтому при горении и тлении они могут выделять, и в большинстве случаев выделяют, в воздух компоненты распада смолы и эфирных масел. И эти компоненты могут вызывать воспалительные процессы слизистых, глаз, органов дыхания, носа, и также могут провоцировать какие-то хронические заболевания. И я уже не говорю про канцерогены, которых там на самом деле целый список, что может выделяться от этих палочек. В общем, если вы внезапно чувствуете какую-то тяжесть от этого аромата, у вас может немного заболеть голова или начнут слезиться глаза, вы будете знать, что это вполне возможно от этих палочек. Поэтому вместо того, чтобы окружать себя йоговской, не самой полезной атрибутикой для здоровья, лучше все-таки почитать философию йоги, понять, как делать эти упражнения, чтобы ум стал сконцентрированным, собранным, и зачем вообще нужны эти странные упражнения, ведь это не зарядка для похудения, а в первую очередь тренировка ума. И теперь самый бюджетный рецепт ароматизации помещения. Значит, нарезаем несколько кружочков апельсина, добавляем туда несколько палочек корицы, гвоздики и звездочки аниса. Заполняем эту банку водой и ставим ее на радиатор, добиваясь тем самым стабильного запаха, пока испаряется теплая вода. Но натуральные ароматизаторы, конечно, менее интенсивные, менее стабильные, они достаточно быстро выдыхаются, и оттого в промышленных масштабах их практически не используют. Поэтому даже если в составе какого-нибудь продукта вы видите натуральные ароматизаторы, то, скорее всего, они будут где-то в самом конце списка и добавлены для юридической галочки. И, кстати, на канале появилась возможность спонсировать этот канал, но, к сожалению, я пока не знаю, какие бонусы я могу предложить своей аудитории и спонсорам, и я с удовольствием почитаю ваши предложения. Если у вас есть какие-то идеи, какие бонусы я могла бы сделать для спонсоров, я с удовольствием их рассмотрю. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И спасибо за внимание. Всем дизайн!